Я просто смотрю и понимаю то, что настолько они стали профессиональными пилотами уже к четвертому сезону. Мне кажется, дистанция все-таки побольше была. Мастерство такое, которое уже не вызывает восхищения. Риск такая штука, которую невозможно контролировать, а хочется видеть. И не заезжает в новую зону на последней дуге и очень близко прессует Киевлянина. Два корвета в одинаковых ливреях, может быть, не лучше? Какая постановка в исполнении Максима Белецкого из Москвы. И еще одна очень хорошо отрабатывает Дмитрий Бобровский. С новым дрифтом, дорогие друзья! Здравствуйте! Добро пожаловать на третий этап четвертого сезона онлайн-чемпионата по дрифту, который проходит при поддержке Департамента спорта города Москвы и бренда «Московский спорт». Заявок было больше 4000. Более того, потом нужно было 151 лучший проезд, лучшую заявку отсудить буквально при помощи собственного мозга. Вот конфиг на ваших экранах, схематическое его отображение. Очень просто все смотреть. Две первых зоны по 8 баллов и дальше 7-бальные у нас такие оцениваемые сегменты находятся. И в этот раз ужесточение вышло правил. Во-первых, две попытки только, будь то лидер или преследователь. А во-вторых, есть ограничение по времени. Ограничение это довольно жестко, что позволило нам придать динамики всему процессу. KRX Drift Racing 2, так называется платформа, точнее мобильная версия знаменитейшей игры KRX Drift Racing. Ну что, поехали. Москва против Новосибирска, Федор Освер против Романа Старикова. Две пятнашки. Да, вот это виляние лидера, это правильное движение. Все верно. И вот более-менее синхронная постановка или перекладка. Отлично. Еще бы поближе чуть-чуть. И получается ближе действительно. Перекладка синхронная. Опять небольшое расстояние между автомобилями. И подъезжает Роман. Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Ну, решение нужно принимать. Претензии к обоим лидерам. Круг они могли бы проехать пошире. И поэтому мой голос за Романа. По моему мнению, Роман в этих двух заездах был лучше. Я согласен и поддерживаю Роман дальше, потому что заезд был более целостный, без рваных. Стабильность сработала, потому что Роман Стариков проходит в топ-16. Поехали дальше. Андрей Калиберда, Киев, Украина. Поехали. Вторая часть этого хита. И мир впереди. Андрей Калиберда его преследует. Аккуратная постановка в исполнении киевлянина. Перекладка, зато синхронная в ритме лидера. Абсолютная синхронизация по углу. Здесь нужно подъезжать, конечно, ближе в зоне замедления, в зоне снижения темпа. И Андрей это проделывает на последней дуге. Ну, теперь посмотрим, что судьи нам скажут. Я за Андрея. Заезд был ровный. Но то, что он сделал вторым, то есть максимально синхрон, он прям синхронизировался, так классно. Я за Андрея. Я за One More Time, но Калиберда сейвился. Да, я тут фаворит, я сейчас аккуратненько доеду. От меня One More Time. Ну, так или иначе, будет интересно наблюдать за тем, что будет происходить впоследствии. Мы едем дальше. Красноярск против Краснодара. Эльдар Хакимов на RX-7. Команда ЕКАТ против Клима Галицкого. Еще один наш старый знакомый Voyage Drift Team. Студент-магистр против киберспортсмена профессионального, играющего в Player Unknown, или как там, Unknown Battleground, да, это называется. PUBG, как там его по-разному называют. Но в данный момент чуть меньше в углом, и потрогав новую зону, Клим Галицкий все-таки справляется с траекторией лидера, который, кстати говоря, тем временем какую-то бронебойную стабильность демонстрирует. Я даю свой голос Климу. Хорошо, стабильненько, здорово. Не люблю заезды, когда надо выбирать, кто хуже. И это именно тот самый заезд. Здесь Эльдар Хакимов был хуже. Сначала я, честно говоря, подумал, что Клим, проспав старт, да, вторым номером уже проиграл. Но в этом случае нельзя назвать победителя, можно назвать только проигравшего. Клим Галицкий таким образом выходит в следующий раунд, и мы движемся дальше. Средний возраст снижается у нас сейчас.
поскольку самого возрастного участника терминировали только что. Александр Заяц в роли лидера против Максима Белецкого. Харьков против Москвы. SX против Пятнашки. Пятнашка-то что-то как-то приезжает. Я, честно говоря, не очень внимательно первую фазу смотрел. Ой-ой-ой, как догнал. И тут уже и похожий контакт был, по крайней мере, показалось после этого ракурса. Меня интересует, что произошло после перекладки в первом заезде у Александра. Это был тормоз какой-то, это такое замедление Это в дерзкое. последней дуге? Сейчас Замедлился лидер, конечно. Что тут уже видно. Да, и темп лидера-то какой-то был действительно не очень. У меня претензия к лидеру в первом заезде, к Александру. Он просто начал, на мой взгляд, убегать. Потом что-то я далеко убежал, надо остановиться. Мое решение — Максим. Мой голос за Максима Белецкого, нельзя лидерам так плохо себя вести. Это прям критическая ошибка. Я за. Поехали дальше. Макар Боков, 24 место квалификации против Романа Старикова. Ялис против Пятнашки. Нижний Новгород против Новосибирска. Диктор против Студента. Вот так. Итак, дикторский корпус представляет Роман Стариков на Пятнашке. И за узел траекторию в погоне за Ялисом и еще раз это сделал. Ну-ка. Здесь вы большой, конечно, Пятнашка теперь с Ялисом. Никогда не подумал, что Пятнашка может выглядеть такой огромный. Пришло время диктору сказать свое веское слово. Лидером Роман Стариков из Новосибирска теперь будет задавать темп в следующем заезде этого хита. Макар Боков его преследует. Ой, разгон-то. Мудряки, на тебе, пожалуйста, Пятнашка, получи кормой Ялиса. Вот она особенность движка. Ни один заезд нигде в мире не продолжен. После такого вот Шлепка. Да, после такого шлепка, после такого столкновения, после такого спарринга, я бы даже сказал. Ну давайте, арбитры, высказывайтесь. Я думаю, там не в кулак было, а все-таки угол бампера переднего впереди был. Но все равно это был контакт. Как бы не печально это звучало, но так нельзя делать. Тут прям на грани one more time, но, конечно, контакт и потом отставание полтрассы. Это очень плохо для Макара Бокова. Роман Стариков. Я за Романа, так как контакт есть контакт. Диктор Роман Стариков, благодаря ошибке соперников в большей степени, так что Роман, мотаем на ус, делаем выводы. Теперь соперником Матвея станет либо Андрей Калиберда, к которому были вопросики, киевлянин Андрей Калиберда, неоднократный призер наших соревнований, и студент-медик против него из Улан-Удэ, Филипп Нарфоев, 19-летний. На корвете. Два корвета, кстати, черный это Калиберда, желтый это Филипп Нарбоев. Синхронно отрабатывает преследователь. Чуть хуже траектория здесь у Нарбоева. И немного отпускает перед зоной замедления лидера. И подъезжает аккуратненько. Тоже обратите внимание, правое переднее колесо корвета было там на грани но-гоу зоны корвета второго, разумеется. То, что сейчас он пока еще едет в топ-16. Возможно, в топ-8 он еще поднажмет. Ну, поехали уже. Вот Калиберда теперь, смотрите, синхрон тоже перекладывается. Но мы помним, что Нарбоев-то был хорош тоже в талии номер. Вот посмотрим сейчас, как тактика Калиберды, которая едва не поставила его на грани во время топ-32. Но вот здесь аккуратненько подъезжает Андрей Калиберда. Но это на мастерстве. Филипп Нарбоев. Претензия к нему в роли преследователя, что на перекладке он потерялся перед кругом. И вот именно в этом моменте весы преимущества пошли в сторону Калиберды. Андрей Калиберда дальше. Еще хотел бы один момент отметить. Мне показалось, что Нарбоев во втором заезде, будучи лидером, в последней дуге нажал на тормоз. Что опять же вызвало вот это вот, то, что Андрей это отработал, не допустил столкновения. И вот мы видели такой там нервный подъезд. Ну что ж, Филипп Нарбоев, прекрасная работа, но Калиберда просто лучше, просто уверенней. Мы едем дальше. Дмитрий Поплавский, который в свои 28 лет не только занимается установкой систем видеонаблюдения, но еще и что он там модерирует в группе, да, что-то. Он администратор чата комьюнити в Телеграме. Какая постановка в исполнении Максима Белецкого из Москвы. Да, это было хорошо. И продолжает прессовать лидера, хотя не так близко, уже и чуть-чуть угол прибирал на долю секунды Максим Белецкий, но это было очень впечатляюще.
цепляющая Просто на кузова первого. правильные едут, жить тихо, пятнашка, видишь, нездоровая маленькая. Поехали. Максим Белецкий теперь лидер. Дмитрий Поплавский, насколько я понимаю, проживает тоже в Москве, хотя и является уроженцем Могилева. Ну что, погнали. Так, не так уж близко, не так захватывающе выглядит постановка, хотя пару углов синхронность, перекладка. И еще одна, очень хорошо отрабатывает. Дмитрий Поплавский подъезжает под угол к пятнашечке. Но чуть меньше угол, здесь вот GT-шки, и снова надо добирать. И это все выглядело бы очень здорово, если бы Белецкий не проехал еще более захватывающим образом, но это эмоциональное предприятие. В дрифте я считаю, что эмоциональная составляющая тоже очень важна. Был вау-эффект, и вот именно этот вау-эффект сейчас и для меня, наверное, будет решающим. Так что я за Максима Белецкого. Максим рискнул, но академичный проезд Дмитрия Поплавского смотрелся более целостным, предсказуемым и не сейвовым, но уверенным. И мой голос за него. Не знаю, мне вот все-таки ближе постановка такая рисковая, точная, и главное, он это все вывез. Я за Максима. Максим Белецкий проходит топ-8. Битва, которую мы ждали довольно давно. Матвей Трухтанов против Андрея Калиберды. Пилоты, которые представляют, соответственно, Самару и Киев. Ярис и Корвет. Равные баллы в квалификации, но четвертым был Матвей, пятым Андрей Калиберда. И Калиберда в роли преследователя синхронно перекладывается в миллиметр, там от стенки проскакивает корма Корвета. И они уже в последней дуге. Калиберда потрогал немножко зону. Надеюсь, что судьи отнесутся к этому с пониманием, но понимание судей будет зависеть от того, насколько Матвей будет хорошим вторым номером. Будет возможность начать все сначала для тех, кто не смог. Ну а пока Матвей Трухтанов за Андреем Калибердой. Синхронная постановка пилота на Ярисе через долгую зону. Втором так можно, ничего страшного. Калиберда хорош, по всю ширину трассы отрабатывает Корвет. И Трухтанов подъезжает тут как тут и не заезжает в новую зону на последней дуге. И очень близко прессует киевлянина. Вау! Не зря ждали. Матвей сейчас первым номером, когда он ехал, он действительно зацепил ноу-гоу зону. Я все-таки за Андрея. Мне очень нравится дуга и Ярис. Матвей на Ярисе, он был близко. Первый заезд, когда Ярис лидировал, да, пилот все-таки заехал в no-go зону. Мое решение — Андрей дальше. Не считая ту no-go зону, которая не прорисована, и он там не был прям вот всем своим этим Ярисом. Мне больше понравился именно Матвей. Связано это с тем, что он феноменально проехал, конечно, эту последнюю дугу, поэтому я кину one more time. Поехали в правую часть нашей сетки. Артем Старожилов против Сейчас будет сложно. Клима Галицкого. Одинаковые ливреи. Не спойлерите их, да, не надо. Я Вот, готовлю видите, наших судей. два одинаковых. Запоминайте, наверное. Ой, ну ладно, что ж. Когда-нибудь мы наведем порядок в ливреях, ну а пока Клим Галицкий перекладывается синхронно и начинает ввинчиваться в дугу, но колесико правой потрогало прерывистую линию разметки. Это означает, что там все было на грани no-go зоны. Запомним это, сделаем пометочку для будущих наблюдений. 2 Корвета C6. Да, такой очень активный процесс происходит. Так, ну-ка. Ой-ой-ой, не дает установка Артему-то прям там всю эту новую зону собрал. За лидером. Пытаясь угнаться за лидера. Клим Галицкий тем временем, но тоже на грани новой зоны здесь едет в дуге. Снова отдаляется от этой линии. Ну, в целом траектория получается у лидера не самая. Похоже, что ребята тренируются и допускают одинаковые ошибки. На постановке ныряют вовнутрь. У Артема Старожилова это прям дошло до уже no-go зоны. Ну, и это было слишком явно. Мой голос за Клима Галицкого. Я соглашусь с Александром. Клим Галицкий провел гораздо лучше заезд. Я поддерживаю ребят, конечно, вот эта ошибка на постановке Артема, она не позволила ему вообще бороться дальше. Хотел синхронно, но получилось в маленький угол еще и во внутряночку. Ну, я за Клима. И таким образом топ-4 у нас заполняется на 75%. Либо Максим
Белецкий, либо Стас Полеха. То есть, соответственно, сможет либо москвич появиться в топ-4, либо житель города Ровно. Ну что же, поехали. Вот откуда ваш этот самый Либерти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это постановка, что творится. Стас Полеха лидирует, напомню, Максим Белецкий его преследует, и это было преследование уже там практически за гранью фола. Смотрите, Белецкий снова нам демонстрирует ближайший совершенно проезд через вот эту дугу финишную. Давайте посмотрим. Теперь Максим Белецкий в роли лидера, и он отрывается на разгоне, но опаздывает с постановкой. Постановка там была уже посередине первой зоны. Что судьи скажут? Пока ясно, что Стасу только сейчас удается настичь лидера, при том, что опять-таки очень был странный вход в эту последнюю дугу. Такое ощущение, что Максим после вот такого проезда вторым номером Белецкий решил свалить просто от преследователя. Ну, постановка хоть и поздняя, но постановка была она. Максим Белецкий. Это было круто, это было на вау, игра толерантная. Мне больше понравилось, это было более эмоционально, ну и у него получилось убежать. Ну, потому что, заезд действительно был класс. Вторым номером супер. Стас, к сожалению, ничего не сделал для того, чтобы нас удивить. Мой голос за Максима. Максим побеждает. Единственное, что вопрос все-таки к постановке. Потому что постановка прямо на грани фола. У нас сформированы полуфиналы. Переходим к полуфинальным баталиям, и прямо сейчас на ваших экранах и на всех экранах, подключенных к нашей трансляции, появится Андрей Калиберда из Киева и Роман Стариков из Новосибирска. Давайте смотреть, как у них там все сложилось. Калиберда умчал на разгоне и поставился вплотную к ограждению. Роман Стариков пытается не отстать синхронно, перекладывается, чуть зауживает траекторию. Ну и теперь вопрос, в какой конфигурации они войдут на последнюю дугу. И очень странно у Старикова, но тем не менее, он пусть и с меньшим углом не отпускает Андрея Калиберду. Поехали, вторая часть этой дуэли. Роман Стариков впереди, Калиберда. Вот синхронная постановка, обратите внимание, это фирменный стиль Андрея. Он явно в первом заезде прицелился. И теперь, да, может быть на некотором сейве, но четко в ритме лидера здесь потрогал колесом новую зону, но по углу синхронизировался по расстоянию, подъехал вплотную. И вуаля, давайте решайте, господа арбитры, кто куда отправится. Андрей, Финал. который выполнил идеальный проезд первым номером. Роман, мне кажется, просто проспал. Калиберда быстрый и что-то знает в этой игре. Андрей Калиберда в финале. Мне проезд Романа, кстати, понравился. И синхронно, и дальше стабильненько ехал. Ну, конечно, вот нельзя позволять, вот особенно в полуфинале, допускать такие ошибки отставания. Ну, понятно, Андрей Калиберда. Нервозность, я думаю, имела место. Ну что, поехали, второй полуфинал. В нем встречаются пилоты, которые заняли 26 и 30 места квалификации. У нас пока наивысшим результатом может похвастаться Андрей Калиберда, из тех, кто продолжает борьбу. Ну и Клим Галицкий в роли лидера начинает эту дуэль. Клим из Краснодара и его соперник Белецкий из Москвы. Фирменная постановка. Все-таки этот обвес что-то от значит. Белецкого. Ну классно же. И смотрите, отпустил его. Да, перекладку. Ну надо было как-то ритмично нажимать здесь на газ, и это не совсем получилось у Максима. Ну вот ничего не отнять у Макса, это его проездом всегда как-то сопереживаешь. Да, все включились этот процесс, начиная даже с межзаездной паузы. Мама. Хорошо, Клим-то. Расчеты, вот что-то такое калибердовое в хорошем смысле слова есть в проезде Клима Галицкого. Смотрите, здесь уже совсем близко, но с чуть меньшим углом и более-менее по траектории лидера. Но опять мы здесь имеем два абсолютно разных подхода. Есть вот это вот вау. Да, Максим, конечно, крут был на постановке, на второй перекладке, но третья перекладка прям она была ужасна. Он увлекся слишком приближением. Вот этот вот момент как раз был хуже, чем у Клима. Поэтому я за Клим. Или я поддерживаю решение. Клим Галицкий более уверенно провел заезд, а эмоционально, как всегда, у Максима Белецкого. Я также за Клима, за стабильный и заезд, который пилот контролировал. Наступил
Наступило время, долгожданное время финальных баталий, самых главных дуэлей третьего этапа четвертого сезона онлайн-чемпионата по дрифту. И начинаем мы с так называемого малого финала, с битвы за третье место, с битвы за бронзу. Ну а кто получит главный приз? Тридцатничек, друзья мои. Вот это постановка! Максим Белецкий в своем репертуаре. И в этот раз удалось ему удержаться от серьезного, по крайней мере, соприкосновения с Романом Стариковым, который лидирует в начале этой битвы. И надо убираться было из новой зоны, что и было проделано Максимом Белецким. И вот они уже через финиш переехали. Продолжение этой битвы за бронзу. Максим Белецкий из Москвы лидирует, отрывается еще до постановки. Опять немножко поздняя постановка. Мне показалось, что исполнение Белецкого Роман Стариков теперь вынужден догонять так или иначе. Можно было уже, конечно, изучить манеру Максима. Ну и что же мы наблюдаем-то здесь? Поближе, что можно будет или нет все-таки? Нет, не случилось, к сожалению, совсем близкого преследования. Белецкий был ближе преследователям. Опять его это вау-постановка. Все дела, как мы любим. И умудрился убежать лидером без каких-либо страшных нарушений траектории. Мой голос за Максима. Максим Белецкий сейчас он синхронная постановка, все синхронные перекладочки и близкий финиш. К сожалению, Роман ничего не сделал. Все перекладочки хвостиком с запаздыванием небольшим, ну и расстояние тоже. Максим Белецкий, мое мнение. Роман просто отстал и не успел. Ура! У нас есть бронзовый призер и, наконец-то, агрессия и вот это стремление ехать на максимум во что бы то ни стало в выигрыше. Ну что, и теперь пришло время, друзья мои. Финальная битва. С придыханием говорим мы об этом. Зубодробительный финал. Накануне второго проезда. И теперь Энрико Риверда ставится в ритме лидера. Опять два корвета в одинаковых ливреях. Может быть, не лучше? Ну что, а? Но финал это финал. И кто не верит, пересмотрите финальную гонку Формулы-1, которая тоже не без вопросов закончилась. Настоящая драма. У нас в финале был технический сход. Кто бы мог представить, но действительно связь это тоже технический элемент, который сыграл свою роль в выборе победителя. Ну, мы увидели на самом деле, наверное, 32 лучших пилота. Были переживания с точки зрения, покажут ли свой профессионализм пилоты с двух попыток. А судьям все сложнее и сложнее. Ну что же, Мирон Равинский, Юрий Токарев, Владимир Бережной, спасибо вам огромное за организацию процесса. Игнату Никееву, как всегда, за то, что составил нам здесь компанию и пролил свет на некоторые темные сферы, в серые зоны этой игры. Еще раз огромное спасибо Департаменту спорта города Москвы, бренду «Московский спорт» за то, что поддерживает это светлое во всех отношениях начинание. Пока!